Доброго времени суток! Приветствую подписчиков и зрителей моего канала. Сегодня у нас необычный обзор. Как знают мои зрители и подписчики, я обычно делаю обзор на гаджеты, которые я заказываю из-за границы. Обычно это делаю с сайта Amazon или с сайтов производителей тех или иных гаджетов. В этот раз я решил воспользоваться нашей местной торговой площадкой, интернет-магазином Umico Market. Так получилось, что мне стал необходим новый удлинитель для моего рабочего стола. И я решил войти в Umico Market и там выбрал себе одну модель. Сейчас мы распакуем ее, вы увидите. Umico Market достаточно известный сайт в Азербайджане, особенно в городе Баку, потому что он работает, как правило, только в крупных наших городах. Я очень много слышал, видел рекламы, и на YouTube эта реклама выходит, о том, что там продается абсолютно все. И есть очень много партнеров Umico, которые предлагают свои товары там, в том числе и компания Optimal, которая в основном, так сказать, занимается продажей электроники у нас в Азербайджане. Одна из крупных сетей. И вот так вот пришел пакет. Я заказал, значит, сделал заказ. Доставку выбрал на следующий день, потому что в этот день доставку делать невозможно. То есть делается доставка на следующий день после покупки. Доставка бесплатная. В моем случае произошла задержка доставки, сделали ее через 2 дня. То есть, позвонили, извинились по техническим проблемам. Вот привезли такой вот пакет. Он запечатанный, имеется пломба. Здесь чек. Я его еще не вскрывал. Хотел сделать это вместе с вами на камеру, как это обычно делаю в своих обзорах. Итак, давайте вместе с вами распакуем и подробно посмотрим, что я заказал. Вот такая пломба Umico Market. Пломба довольно-таки такая с прочным клеем, но отклеивается. Здесь чек. Я еще не видел. Здесь у нас от приема сдачи. И также есть у нас гарантийный талон. Я потом почитаю. Я думал, гарантии не будет. Есть гарантийный талон. Приятно. От Optimal. А вот и сам удлинитель. Здесь цена указана 79,99, но я на Umico Market купил за 71,99. А это сейчас по курсу у нас, вот если вы смотрите в долларах, это получается 42,35. В рублях это получается почти что 30 тысяч 90 рублей. То есть, извиняюсь, 3090 рублей. Да, такой удлинитель за 30 тысяч. Здесь указаны сверху функции, которыми обладает данный удлинитель. Есть 2 USB входа. Вот они здесь сверху. Сейчас мы вскроем, посмотрим. Здесь у нас Protection, это Surge Protection, 1800 джоулей. Есть защита от детей, то есть защита детей, вернее. Power Switch, это кнопка включения-выключения. 250 вольт, 16 ампер и максимально 3680 ватт. Это отлично. Длина кабеля 1,80 сантиметров. Есть 10 гнезд. И также здесь у нас, здесь очень мелко написано Source Protection. Ну, здесь как техническая, так сказать, информация о том, что это не простой удлинитель, а у него есть еще функция защиты от перепадов напряжения. То есть это одновременно и удлинитель, и также защита вашей электроники. Поэтому я выбрал эту модель. Давайте сейчас вскроем. Кстати, здесь вот немножко поврежден, но вроде бы упаковка не
вскрыто. Наверное, в процессе транспортировки упаковку повредили. Так, мы достали данный удлинитель из упаковки. Здесь вот такая небольшая брошюрка, то есть буклетик. Здесь указывается техническая информация, но, правда, на турецком языке. Несмотря на то, что данный удлинитель был изготовлен в Китае. Здесь написана информация о гарантии. В Турции на него гарантия 2 года, а наш продавец, то есть компания Optimal, дает гарантию 6 месяцев. Я, честно говоря, думал, что вообще гарантии не будет, так что, в принципе, 6 месяцев тоже неплохо. Здесь, видите, 10 гнезд. Каждое гнездо, как говорится, для определенного прибора. Но я думаю, что если просто как бы производитель указал, что можно подключать. Допустим, здесь, видите, написано роутер, здесь какой-то дополнительный прибор можно, здесь колонки, здесь проектор, с этой стороны у нас ноутбук, компьютер, принтер и монитор. Ну, опять-таки, это просто, я думаю, чисто маркетинговый шаг, потому что они абсолютно одинаковые. Есть 2 гнезда для зарядки, USB, тоже очень удобно, допустим, можно заряжать телефоны. Кнопка включения-выключения, по-моему, указывается и заземление. И здесь такая вот кнопка, написана Press to Reset. Не знаю, что здесь Reset делать. Я думаю, сейчас подключим и посмотрим. С обратной стороны есть специальные отверстия, при помощи которых данный удлинитель можно или в горизонтальном, или вертикальном положении, допустим, повесить. Я думаю, тоже очень удобная функция. Производитель данного удлинителя компания S-Link. Ну вот, друзья, я установил данный удлинитель себе на рабочий стол. В принципе, вот использовал только 5 задних гнезд. Передние 5 остаются свободными. Очень удобно, в принципе, если что-то надо будет подключить. Все это на виду. Так вот. 899 Gaming Channel — это мой игровой канал на YouTube. Заходите, подписывайтесь. Я стримлю разные игры. Мой рабочий стол. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Поставьте лайк, если видео было вам полезным. Поделитесь данным видео с друзьями, близкими, кому может быть интересна данная тема. Включите колокольчик, чтобы не пропустить новых обзоров на моем канале. Так, берегите себя и своих близких. До новых встреч!